Друзья, всем салам с канала Каспийский берег. Сегодня мы с вами будем готовить вот это прекрасное создание, вот этого красивого сомика. Это сом у нас, кстати, речной, это не разводной сом. Разводные самы, я не знаю, многие, наверное, кто живет в наших краях, знает, они такие черного цвета бывают. А это, посмотрите, какой красивый, симпатичный. Это у нас куринский сом. Сом из реки Куры. Это крупная река на Кавказе, протекающая через Азербайджан также. Он очень мне на вид понравился, такой симпатичный прям. Друзья, вот это один из лучших методов, я так считаю. Вот именно слизь, как стереть с рыбы. Взять вот такую чистую губку абсолютно и абразивной ее стороной. И она вот довольно-таки неплохо вот так снимает. Саму губку потом тоже споласкиваем. И несколько раз вот так, если провести, то рыбу можно почти до состояния нескольжения сделать. А это наша башка, друзья, с огромной самовью пастью. Разожгем тандыр, не будем терять время, друзья. Так, рыбу переложим в гастроемкость. А теперь, друзья, подготовим маринад, обмазку для рыбы. Основа что? Наливаем масло растительное. Томатная паста. Лимоны. Немножко сахарного песка. Вот так. Черный перец.
Ну и, конечно же, соль. Рыба соль любит, так что пересолить ее сложно. И вот так, друзья. Так, перевернем. О, чуть голову не забыл, друзья. Голова обидится. Голову. Так, закроем крышкой и дадим пусть постоит немножко. Опа! Все, друзья, сейчас соберем рыбку на эту этажерку. Она постояла, немножко пропиталась, так что все хоккей. Вот эту бошку самое главное устроить на верхнем этаже. Вот она, красавица. И вот так. Вот так устроили здесь кусочки. Относительно равномерно распределил. Друзья, вот эту сковороду чугунную специально оставляю на нижнем этаже, потому что слишком сильный жар может идти с тандыра, со дна тандыра. Из-за этого, чтобы рыбка не подгорела, какой вот щит у нас защитный. Друзья, а это чтобы чуть-чуть подкоптить. Такой не помешает запашок. Все, накрываю крышкой и вперед. Я думаю, полчаса будет достаточно. Это все-таки рыба. Друзья, уже время. Я думаю, она точно уже готова. Полчаса, даже чуть больше прошло. Ух ты! Посмотрите. Посмотрите, как это все выглядит.
Хочу самый большой кусок себе взять, друзья. Самый большой и красивый. Вот эту такую подковку классическую. Лишь бы она у меня не сломалась. Посмотрите сюда. Посмотрите сюда, друзья. Это не рыбный кусок, это уже рыбный стейк. Вот такого размера рыбка, когда бывает, говорят, уже рыбный стейк. Чуть-чуть нальем нар-шараба, друзья. Шарап для рыбки очень хорошо подходит. Вот так слегка. Друзья, вот сейчас возился с этой рыбой. Там чистил, не знаю. И вот о чем подумал. Какая она все-таки красивая. Не только эта рыба, вообще все вот создания, да, вот не знаю, создание природы, создание Божьей твари, как хотите называйте. И настолько это все украшает вот всю остальную часть природы, так будем говорить. Прежде чем начать есть, у меня такой тост созрел хороший. Я хочу выпить, знаете, за что? За бережное отношение к природе. Как бы это пафосно не звучало, но это очень-очень важно. Сейчас, тем более в наш век, этот индустриальный и так далее, природа просто сильно страдает от деятельности человека. То есть, чтобы мы, насколько это было возможно, бережно к ней относились. Потому что сами же пользуемся и вот этим чудесными ее продуктами, дарами. Будьте здоровы. За природу. Ну а теперь попробуем рыбку. Вот это сом, да, я знаю, да, что такое сом. На это масло посмотрите. Это с ума сойти. Все, меньше слов. Пробую. Великолепно. Просто великолепная рыба. Она, наверное, после осетрины второе место занимает. Вот именно для запекания, для шашлыка. Шашлык из сома просто изумительный бывает. Некоторые иногда с каким-то, знаете, таким легким пренебрежением относятся к этой рыбе. Я не могу понять, почему. Это фактически, это как замена, это более дешевая замена осетрины. Вот по вкусу очень напоминает, по своей жирности, по текстуре. Очень похоже. Вкусная рыбка. Очень. Еще раз, друзья, выпьем за то, что вот эти дары природы мы как можно больше могли ими наслаждаться действительно, чтобы это все не исчезло в один прекрасный день. Из-за природы, из-за человека в этой природе. Будьте здоровы.